Добрый день, друзья, с вами капитан Дэн Змей. И сегодня очередной бла-бла репортаж с солнечного берега Ибицы. Сегодня я хочу поговорить о такой интересной теме, ее подкинул один мой товарищ, о 4 этапах жизни человека. Во-первых, все знают там и индийские философии, и вот как раз это оттуда пришло, из индийской философии, из ведов, откуда-то оттуда. Там считают, что у человека есть 4 этапа жизни. Первый этап — это взросление из ребенка, превращение во взрослого, обучения. Оно длится с самого детства, и у кого-то до 20, у кого-то больше. В некоторых странах совершеннолетие 23 года, где-то 18, это примерно до этого возраста. Дальше начинают уже играть гормоны. Люди создают семьи, женятся, родят детей. И это нормально, это физиологически как раз отличный возраст, там где-то с 20 до 30 лет, репродуктивный, когда самое время завести потомство. Следующий возраст — это уже становление личности, то есть идет процесс воспитания детей, накопление материальных духовных богатств. Люди укрепляют свои позиции в обществе, в доме. Но у большинства людей эти два периода, которые действительно создались правильные крепкие пары, проходят достаточно стабильно. Конечно, с какими-то тренями, но достаточно стабильно. И дальше наступает этап, когда гормоны уже отходят на второй план, уже нет таких желаний, нет постоянного желания секса, дети вроде подросли. И настает этап переосмысления. То есть люди уходят больше в духовную жизнь. Опять же, люди, у которых есть какие-то интересы, занимаются какими-то интересными делами, саморазвитием, духовными практиками. А люди, у которых ничего этого нету, и не было никаких предпосылок, у них наступает пустота. И вот как раз вот эти люди, это как раз клиенты всех этих психологов, психотерапевтов. Не меня, в частности, я бла-бла, такой философ, психолог, я просто рассуждаю. Но как раз у этих людей начинается там после 35-40, у кого-то после 45 кризис среднего возраста. Надо переосмысливаться, непонятно, что делать, а куда идти, что делать. Я тоже вам не дам рецепта, что куда делать, подумайте сами. Я знаю очень много знакомых моих хороших, которые нашли себя, кто в искусстве, кто катается с кайтом, играет на гитаре, учат людей всему этому. Кто-то катается на мотоцикле, кто-то путешествует усиленно. Параллельно люди, как ни странно, начинают изучать какие-то науки. Даже не науки, науками тоже интересуются. И у меня есть друзья, которые очень сильно там в какую-то науку заинтересовались уже в возрасте, будучи в возрасте, то, чем они не интересовались молодыми. И, естественно, некоторые начинают изучать языки. Потому что если ты путешествуешь, тебе начинает нравиться культура какого-то народа, какой-то страны, кто-то переезжает в другую страну, и это тоже очень хороший такой интерес. Вот. И это, опять же, время подумать о себе, подумать о здоровье, подумать, как правильно питаться, как правильно делать, какие физические упражнения полезны для здоровья. То есть не секрет, все мы хотим жить долго, если не вечно, то долго. Еще одна побочка, что чем старше, тем начинает уже ресурс организма заканчиваться, появляются какие-то болячки. По старым меркам был нормальный возраст людей умирания, скажем так, отмирания после 35 лет. Редко кто старцы какие-то выживали 40-45, это уже был старец, который учил жизни молодых. А сейчас у нас в некоторых странах 85 и 90 и выше есть возраст дожития. В Америке очень много сейчас долгожителей, потому что медицина и правительство очень заботится о стариках. В некоторых азиатских странах традиционно есть свои традиции, правильное питание. Одна из главных причин — это еще и психология.